Я знаю то, что она громкая, сейчас я убавлю. Так, предупреждение. Да. Так, в игре Vampyr у каждого вашего действия будут последствия. Зная с учетом того, как я играю, в конце, я думаю, помрут у меня все с моими последствиями. Да, живем с последствиями. Так, вот это я удаляю. Сейчас по настройкам. Посмотрим, я вроде проверял, как работает. Все, ну, практически на ультрах. Внезапно все работает, при этом. Так, звук. Давайте на 4. Так, видео вставки, наверное, то на 5. Так. Вот так вот сделаем, если что, прибавим или убавим потом тогда. Так. И сейчас, конечно же, окажется то, что ни хрена не будет ничего работать. Тут типикал. Так, по поводу уровня сложности. Самый легкий есть, то бишь сюжетный режим, самый легкий вариант прохождения Vampyr. Вы отказываетесь от важной части игры, но зато сможете в полной мере насладиться сюжетом и исследовать мир, ничего не боясь. Вы будете с легкостью побеждать во всех сражениях, награды за прохождение игры в этом режиме без убийства горожан не предусмотрено. Ну, типа, вот, средний уровень сложности, стандартный вариант прохождения Vampyr. Если вы убиваете горожан, ваш персонаж развивается быстрее. Уровень сложности зависит от количества убитых горожан. Классно. Но если ты, получается, сосешь, то уровень сложности повышается. Классно, но вообще, как по мне, эта игра, наверное, лично для меня относится к тому списку игр, которые я бы проходил бы на легком уровне сложности. Но здесь он очень скучный будет. Я не думаю, что я этому пойду проиграть. Но средний уровень сложности, я чувствую, я буду гореть синим пламенем. И игра растянется на стриму в 115 из-за этого. Вот. Но я предлагаю играть, наверное, на среднем. Но точно не на сложном. Привет, Кабиус. А что вообще так? Более сложный вариант прохождения Vampyr. Ваши вампирские силы зависят от того, кого из горожан вы решите врагов сложнее убить, они наносят больше урона, количество опыта, получаемого в бою, снижен. Не, спасибо. Не, давайте средний уровень сложности я, наверное, выберу. Интересно, посреди игры можно будет сменить уровень сложности? Или же тут из разряда живем с последствиями? Как и в выборах, собственно. Нет, ничего не расшифровывал. Ну, не знаю, давайте средний. Ладно. Так, сложность игры. Да-да-да. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song.
'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death Я бы and почитал бы pestilence. все Confronted by субтитры the внизу, но eerie они and очень unknown, быстро mortals исчезают. became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a Временами. dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Так. И что, можно подбирать, нет? А не застревай, пожалуйста. So thirsty. Пить, вот, собственно, и попить. И шло. My sweet brother. What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. No. No.
No! Please, a moment, let me explain! Бежим! Здравствуй, Громасин. These patrols are after me. Куда бежать-то? No! No! Ow. Don't shoot! Don't shoot, блядь. Давай, бежим. This is a nightmare. I need to get out of here. Давай. This can't be happening. No! Please, stop! I mean you no harm. Надо мансить еще как-то. What's going on? Что происходит? Давай. Ну. Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Has it fled? Now, I can defend myself. Вот эту частичку я видел, пока настраивал игру, если что. До определенного момента. Постреляй. Чат, игра не громкая. Не перекрикивает ли она меня? Не перекрикиваю ли ее я? Чуха. Ау. Вроде норм. Чуха. Блин, стоп. Ау. Блин, я проверял игру на легком уровне сложности, и я так хорошо подходил этот момент. А тут уже пол хп нету, блин. Бездарно сейчас будет. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Бежим, продолжаем бежать. The sun. It feels like it's burning me to the bone. А, ХП само по себе восстанавливается. Со временем, типа. Так, тихо. Тихо. Да. А, подожди, стоп. Я только сейчас заметил. Там, типа, есть красненькая такая скобочка. Это, типа, только до половины у меня теперь будет доходить здоровье? Я что, уже проиграл? Может, надо было с геймпада, кстати. Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. А, то есть мы не с рождения были вампиром, да? Так, что здесь еще есть? Оп-оп-оп-оп-оп. Так. Давайте. Обед в номер. Хорошо бы где тоже бы так бы полежать бы в ванной бы, подождать. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings.
I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. В минеральный вечер. О, и сауна! Так, давайте осмотрим, что здесь еще есть. И все же меня очень сильно смущает тот факт, то, что вот эта вот красненькая скобочка, которая сейчас на середине моей полоски со здоровьем горит, так понимаю, не даст мне дальше сейчас восстановиться здоровью. Ну, типа, до фула. А как этап? Так. Огонь и солнце. День чудесный день. Так. Кровососы не боятся ни солнца, ни огня. Они не загораются, не превращаются в пепел, попав под солнечные лучи. На солнце очень-очень сильно им... Подожди, ни солнца, ни огонь, ни огня. Так, от солнца, ни огня они не загораются. Не превращаются в пепел, попав под солнечные лучи. Но солнце очень сильно им вредит. То есть... О как. Так. Вредит. Я лично приковал одного вампира к древу, чтобы узнать, что с ним произойдет после выхода солнца. Через несколько минут его кожа почернела так, словно горела изнутри. Его глаза и тело расплавились, и я увидел, как шевелятся и скрипят его нечестивые кости. Тварь весь день пыталась уклониться от солнечных лучей. В конце концов, остался только иссохший труп. Но как только солнце скрылось за горизонтом, он начал медленно восстанавливаться. Я отрубил ему голову, чтобы окончательно уничтожить. А когда применил огонь, проклятый кровосос так и не возродился из пепла. Огонь — это наше оружие, братья. Лучший способ уничтожить зверя — это сжечь его. Знай своих врагов, Карл Элдрид, лидер стражей. Итак, мы нашли одну записочку, да? То есть, в общей сумме, типа, по идее, мы можем находиться под солнцем. Да, нам будет очень больно, но потом мы сможем восстановиться. Опа, так, 5 ши. Есть. Солнце высоко, мне нельзя выходить туда без проблем. Так. Место. Да, мы вампир. Ну, игра так называется. Так, подожди. Я, если что, тоже ничего про игру не знаю. Точнее, как просто знал о ее существовании, но никогда не видел, что в ней вообще есть, чем все это закончится и всякое такое. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? То есть нас кто-то кусанул. Изначально мы были простым человеком. I still have so much left that needs doing. Сделаем. Так, подождите, по чувствительности. Давайте, наверное, потому что что-то пипец, он временами как-то
Я ни хрена не норвал. Секунду. Ничего. Так, еще 5 шагов. Здравствуйте. Я про кровь, если что. Или нет. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Ну, судя по всему, да, мы оказались, типа, были врачом, ну, или являемся ими по сей момент. Так, старый револьвер, скорость стрельбы. Опыт. 6, глушение десятка. А его типа вкачивать можно будет? Часть обычного спускового механизма. Ой, мать моя, масло, винты, масло. Так, ну я так понимаю, да, нам нужно будет собирать. Хорошо, будем собирать. Проблем. Так. Собирать ресурсики. Погоди, все. Или может нам надо поспать, потому что, как бы говорят, день. Ну да. А, нет, записочка, подожди. 15 октября почти не спал. Бекки всю ночь кашляла и бредила в лихорадке. Утром я услышал громкий шум. Несколько мужчин работали на большой машине, которая копала большую яму. Копай. Она похожа на механическую лопату. Может пойти туда и спросить, не найдется ли работы для меня. Бекке нужно лекарство. 16 октября. Я поговорил с людьми, которые управляют механической лопатой. Они сказали, что копают по всему Лондону братские могилы. Правительство принимает меры предосторожности. В городе новая эпидемия, грипп вернулся. Работы для меня не нашлось. Ночью Бекки немного а, литейная закрыта, а другой работы в районе нет. 19 октября. Я отправился в Лондон за едой и лекарствами. Поезда не ходят. На дорогу через Темзу и обратно ушел целый день. Бекки, кажется, стало лучше. Я сварил суп, и она поела. Я не нашел лекарства, купил только пару шприцов и немного снотворного на черном рынке. Денег у нас больше нету. Может завтра пройти в Зачем такие названия делать? Пембрукскую больницу. Она далеко, а я боюсь оставлять жену надолго. 19 октября. Через несколько часов после еды Бекки стошнило. Она так исхудала, что смотрю на нее и плакать хочется. Она сказала, что по ночам на улице кто-то разговаривает. Она говорит, что хочет мяса. Где я найду мясо? Завтра я забаррикадирую двери и окна, чтобы защититься от мародеров. 21 октября. Люди, управляющие механической лопатой, прекратили копать могилу. Вчера ночью я слышал крики. На них, похоже, кто-то напал. Теперь там только несколько лодок, с которых днем и ночью сбрасывают трупы в огромную яму.
Ладно. Стоит страшная вонь. Нужно было уйти отсюда еще неделю назад, но Бекки отказалась. «Я лучше умру», — сказала она с усмешкой. «То она так меня мучает». 22 октября. На год вперед расписано. Так, куда? Я не нажимал. Алло. 22 октября. Бекки только что напала на меня, а она прыгнула на меня с лестницы и попыталась укусить. Мне пришлось ударить ее, но она дала сдачи. Я побежал наверх и заперся в спальне. Она плачет и что-то бормочет внизу. Я достал пистолет, который хранил со времен войны. Возможно, мне придется выстрелить из него в собственную жену. 23 октября. Я совсем не мог заснуть. Бекки всю ночь царапала дверь, просила о помощи, умоляла ее впустить. Но мне не хватило духу. Теперь я просто жду, когда она умрет. Уже недолго осталось. Я молю Бога о том, чтобы все поскорее закончить. 24 октября. Так хотел есть. Утром спустился вниз. Бекки сидела в кресле у камина. Она тяжело дышала, словно собака. И молчала, следила за тем, как я передвигаюсь по комнате. Я навел на нее пистолет, но она не отреагировала. Я не смог нажать на курок. Просто вернулся в свою. 25 октября. Так, в доме тихо, словно в склепе. Больше никакого шума. Бекки умерла. Прости, любимая, я не смог тебя спасти. Скоро мы будем... This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Я не хочу, а можно не выстреливать? Нет. Нет. Типа выбора не будет, нам стрелять по-любому надо? Мысленно убери. Он не дает нам выбора, нам по-любому надо стрелять. Все, подожди, давайте еще чуть-чуть подождем. Этот свист противный. Я так понимаю, выбора нету. Все? Дали ачивку, ныне и пресно во веки веков. Интересно, как я прочитал. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon. Contains blood inside.
развитие. Так, в убежищах вы можете отдохнуть и развить навыки. Чтобы повысить свой уровень и улучшить вампирские навыки, вам придется тратить опыт. Так. Фаги, выберите доступ навыки. То есть вот это надо изначально прокачать. Вы расходуете свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Подожди. Хочешь сказать, если я так буду устанавливать здоровье, то до конца игры я не доживу? Подожди. Ладно, давай. Выберите первый уровень так аутофагии. Потратьте достаточно энергии, чтобы разблокировать. Так, вы повысили свой уровень и стали сильнее. Ну, что вы... У вас достаточно единиц опыта, чтобы разблокировать наступательный... Удар с ближней дистанции, который наносит урон всем живым существам. Вы бросаете созданное из крови копье, которое проходит сквозь всех врагов перед вами. Вы размещаете теневое облако у своих ног или у ног цели, через короткий промежуток времени облако взрывается, нанося большой урон. Блин, давайте, наверное, копье. Это... Вампир формирует из собственной крови копье и выпускает его во врага. Подготовка к этой атаке у некоторых вампиров занимает много времени. Но этот прием позволяет быстро избавиться от противников на дальней и средней дистанции. Это мощное оружие для вампиров, любящих не бой. Я вот не люблю ближние бои, вот это вот, ну... Так... Если не можете увернуться от атаки кровососа, старайтесь держать. Нажмите. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Так. И нам дали карту. Задание. Ёпта. Так. Это основное задание. По-моему, у нас еще было не основное. Так, добраться. Так. Ну, пошли, получается. А что мы пешком ходим? Вот. Что? Чего? Это что-то будет. Тут бабулька лежала, куда ее уволокли. These people want me dead. I need to leave now. Вот сюда. Так, бежим. Сейчас кто-нибудь вылезет. Выпрыгнет. Нет? Давай, беги. Давай. Что ты стоишь?
My head's spinning. Так. I cannot enter. Заперто. Подожди, я просто проверяю, есть ли тут что-то где-то по пути, на всякий случай. А когда я понял, тоже It's закрыто, да. locked. Так, старый кол. Чтобы наносить удары оружием для левой руки, нажмите. Почему тут еще инвертировано? А, обычным ножом L. Так, все, понял, подожди. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Чувак, кто? Die, vermin! Не. Так, нажмите F, чтобы укусить оглушенного врага. Кусай. Давай. There's a strength I never knew Здесь I можно had. нажать 2, чтобы применить навык вампира. Steady, all right? Steady, boys! Вот это, мне кажется, я зря. This shouldn't be possible. Да. Ты сегодня пуляться будто вот. Every sinew, every fiber of my being is a fire. Вот это я сейчас зря. Он пипец, он двигается какими-то рывками. Это очень неудобно. Первая смерть, я могу сказать. Ха. Подожди, ну я так понимаю, нам по-любому нужно будет пройти через вот это вот. Что, спрыгиваем? Давай. Да, давай. Давай. Да, давай, пуляйся. Every sinew, every fiber of my being is a fire. Тихо. Да хватит, ты что такой? Как ты, блядь, не убиваешься? Вот этого я и ожидал. Посмотрю, аж 2 зрителя покинули меня от того, что я уже 2 раза помер. Это я зря, мне надо было укусить этого, ну ладно. This shouldn't be possible. Every sinew, every fiber of my being is a fire. Такое. I feel like a child learning the limits of my body. Изи. А, ты откуда ты здесь? А! Что? Мужчина, а что ты не пробиваешь? Да. My strength. И, блин, его хрен оглушишь, блин, и не покусаешь никого. I'm not human anymore. Human anymore.
ладно. Берем с последствиями. Так, а здесь что? Зачем нам дали сюда забраться? Наверное, нужно было при битве как-то сюда забираться, типа, хотя... Почему из мертвых нельзя высосать кровь? Вот мне что больше интересно. Это мы где? Это первая остановочка после введения нас в курс дела, на котором мы уже 2 раза померли. Мы забрались в дом, типа поспали, это какого, и слышали, как в дом начали вламываться плохие дядючки. Мы начали от них сбегать, и вот мы попали на шайку из 3 человек. Так, ты нужен королю и стране. Вступай в армию и помоги храбрецам на фронте. Взять ничего нельзя, никак, да? My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. It's locked. Есть лог. Так, ключик какой-нибудь можно подобрать? Здесь где? Заперто. Точно. The dizziness from the jump. I can now control it. Да, он был простым человеком, а именно врачом. Вот. Потом нас кто-то укусил, пока мы не знаю кто. Вот. И с тех пор мы стали вот таким вот. I can't believe I'm doing this. Точно, здесь есть... Стой, Краска, стой. This is despicable. What will London have to say to me? Нужно крысок еще же как высматривать. I've so many Их questions. тоже можно unanswered. кровь пить. Так. Сегодня горло, как обычно, вот это вот в нужные моменты ведет себя отвратительно, поэтому время от времени я выключаю. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Чутье. Fresh blood. The smell is so Свежая strong. кровь. Так, по поводу, типа, лучше людей кушать. Тут весь уровень сложности заключается в том, что Something dire must have come about. чем больше я буду высасывать кровь из людишек, тем больше уровень сложности будет повышаться для меня. Я выключил микрофон и говорю, да. Вот. Так вот, тут весь уровень сложности заключается в том, что чем больше я высасываю кровь
из людей именно, тем больше повышается уровень сложности для меня. Убежище, чтобы найти его, откройте карту. Мы в убежище и находимся. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. At last, a little life. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, Да, things can only просто get worse. непростая. Вот так. Кто-нибудь заходит в паб, так что творится, так. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Я тебя понял, так. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Так, я пропустил еще вот Who это. is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog, eh? Это все. I'll leave you to your bottle then. Особо ничего такого тут и не выяснили у него. Так, а вот здесь мужчина. Здравствуйте. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Так. Что это за место? Может, мне с поисками долгая ночь? Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? There's gotta be something can be done to get out of this bullshit. Что за убийство? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Есть подозреваемые? Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Так, что это за Where am место? I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Вы не боитесь? Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Так. Можете мне с поисками? I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Кто он такой? Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes.
Сколько он How уже long здесь? has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Так, а можно к нему с ним поговорить? I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Ну, я ничего... Вот так. Еще можно с ним поговорить? You again. What can I do for you? Пока. Thank you. Goodbye. Так, Not long ago, this куда ты попёрся? Мысля. Сломалась камера? I think I'm losing my mind. I should just run as far А as что? Подожди. Я сейчас, если что, на ВСД не нажимаю, я просто There's кру... gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. Это норма? No? This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area, They do not pursue me. but they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? Ой, ты что, сразу всегда с крестом ходишь? Present yourself. I need a word. Would Чти крест. anyone? Well, that's something I can do for you. And who might you be? Сейчас, секунду. Так, простите, сейчас все, я тут. Так, он нас спросил, как нас зовут, точнее, кто же мы. Блин, я не знаю, как ему ответить. Я не знаю, я не скажу, сначала вы. Доктор Эдгар Сонси. Так, подсказка заблокирована. Да. А мы знаем, не, ну почему мы знаем, кто мы. Или типа заблифовать ему. Ну, может быть, сначала вы. Либо вот этот вариант, я думаю, либо вот этот. Давайте сначала вы. Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you.
That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Похоже, вы в этом разбираетесь. Я жертва. Этого не может быть. Может быть, пока не стоит ему говорить. Хотя, что мы вампир. Хотя по следам на нашей шее, я думаю, это и так видно. Похоже, вы в этом разбираетесь. You Давайте seem the так. expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Кем вы говорили? I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Не обманывай Something меня. tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Что такое And братство? what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. What have you Что вы uncovered знаете? concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Там Даша что-то написал, я отвлекся. Вы так, ну, да, давай. A Да. shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Типа, что вы с ними сделаете? Требую ответов, прикончу. Ну, оба варианта, конечно, как-то странноваты, но требую ответов. Давай. Окей. I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. И всё. Мне кажется, мы пошли по какому-то мега странному, наверное, плохому варианту. Ну, секунду, так, ладно, сейчас. Not long ago, this sort of mess would have given me a laugh. Poor Jack. He didn't deserve this. I hope I live long enough to see them when we boys get what's coming to them. Так, куда же там, ну, типа, написал то, что сегодня будет стримить, но пока вроде бы неизвестно во сколько. There's gotta be something can be done to get out of this
Так, это закрыто. Ну, давайте пойдем. Спрашивают местных. Здесь. Балкончик. Ладно, ну-ка, что-нибудь еще не можно спереть? Please, leave me alone. Ладно. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Что происходит? Так, что это за место? Так, вы не хотите со мной говорить? I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Что происходит? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. What? The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Так, что с эпидемией? What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. Ну ладно, давайте у нее спросим, что это за What место. is this place? This is Tom's bar. The Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Приятно познакомиться. Так. Когда открыт по ночам? Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to Он stay. типа специально спрашивает у всех одни и те же вопросы, чтобы типа, я не знаю, вдруг кто-то скажет не так или по-другому? You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Так, как все было на самом деле? I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and... Кстати, тут можно включить имена тех, кто... Ну, короче, рядом с диалогом будет показано, кто говорит по имени. Ты можешь включить. Так. Расскажите о нем. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Так, подсказки о горожанах. Так, вы получили подсказку. В ней содержится личная информация о горожанине или человеке, который с ним связан. Нажмите Tab, чтобы открыть меню горожан. Так, информация о горожанине. Вы вампир, и для развития навыков вам нужна кровь. Индикатор качества крови указывает, сколько опыта вы получите, если выпьете кровь горожанина. Найденные подсказки увеличивают опыт. Слой. Том и Уильям Бишоп некогда были близкими друзьями. Такое вам зависит.
Так, я так понимаю, мы продолжаем тогда дальше копать на этого Тома. Сейчас. Кстати, по голосам ничего не тихо. Так, может быть, прибавить? Так. Чуть тиховаты голоса. Сейчас так. Средний. Нет, так. Имя говорящего давайте включим. Применить. Итак, голоса давайте на семерку. My mother had a beautiful, soothing. Так, я кушаю. Приятного аппетита, кстати. Так, да, так, с этим мы говорили, с ним мы говорили. Здесь еще кто-нибудь есть? Ну-ка, набрать его. Так, а здесь больше вроде бы никого и нету. А, спросить местных здесь. Подожди. С ним говорили. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. I'll leave you to your... Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Так, вы можете заставить горожанина поделиться с вами информацией, если у вас есть подсказка. Я ее нет. Скажите мне, Уильяме. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Чего солгали? Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Пью. Так. Он опасен? Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Как он выглядел сегодня? How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Сейчас вот прям предчувствую, как только мы закончим с ним разговор, вот этот чел такой типа: ты колдовал меня, ты вампир, и как ты посмотрел пиздой отсюда, всякое такое. Ну-ка. Так где он сейчас? I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Окей. Так. И в том направлении, ну пойдемте. Я сохраню. А сохранки здесь с автоматом, типа? I should just run as far away from this place as I can. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? Посмотреть лодки. Так, ну давай. А как ты предлагаешь их осматривать, если ты туда даже не лез?
The body is still warm. This man has just been drained of blood. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? Some sort of note. Так, 30 октября. В доках, так, тема множество погибших в районе доков. Мы полагаем, что там действует опасный кровосос. Я так и хочу сказать кровосиси, но не знаю, ну, не могу. Но я очень сильно себя сдерживаю, потому что это все будет руинить. Найдите эту тварь, ликвидируйте ее и да побыстрее. Внимание, судя по недавним сообщениям, этот вампир очень агрессивен. Действуйте с предельной осторожностью. Я знаю, что в этой части города у нас не хватает людей, но не поручайте это дело новичкам. Если я не ошибся, то тут действует бешеная тварь, которая убивает каждую ночь. Как всегда, сначала осмотрите заброшенные старые дома, подвалы, склады и канализацию. Уничтожьте кровососа, братья. Это как обычно, вот это вот. These men, they're a company of professional vampire hunters. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Мы ему типа никак помогать не собираемся, да? Ладно, так. А куда нам? Так. Сильный порт. Ой, извините. Навожу на какую кнопку? Вот, все, так, видимо, чуть-чуть. Не получилось скрытой атаки. Ну ладно. Все, но я все еще не понимаю, почему он из мертвых не может высасывать кровь. I cannot enter. Досье врага. Нажмите вы, чтобы найти поблизости врагов и увидеть их. Так, боец стражи сопротивления. Так. Некоторые враги устойчивы к определенным видам урона. Они помечены в соответствии с 4 видами урона. Физический, ближний бой и дальний. Он дальник. Физический, да. Магический? Магический и тень. Оранжевый цвет означает среднюю устойчивость, красный означает высокую устойчивость. Ёб твою мать. Подождите, типа он обладает высокой устойчивостью к дальнему бою и средней устойчивостью к ближнему бою, плюс он колдун и тень. Не то чтобы ты нет, там уже было не обучение, скажем так. Не. Да хватит. Отслышь. Один договор. Да хватит.
на выступление. Где ты? Окей, ладно. Так, свинцовая пластина. Так, окей. Идите по кровавому следу. Дайте патроны. Так, оружие дальнего боя нажмите, чтобы применить оружие дальнего боя. Это оружие наносит обычный урон, и урон по оглушению. Не забывайте, число патронов ограничено. Ну, спасибо. Так, друзья, мы подобрали прям пистолет. Так. Подожди, ну кровавый след, вот оно. По кровавому следу от пирса, то есть, подожди. Ну, мы по нему шли. Шли сюда. Патроны можно было брать. Да? Вот, можно забраться. Так, подожди. Может быть, здесь тоже что-то есть? Это заперто. Ой, ёб твою мать. О, блин. Ну, допустим, ладно. It's locked, all right. Нет, есть, это был просто папа не с вампирами, а с обычными людьми, но это типа при этом всем своеобразный сейф-зон, что ли, вот как-то так. Steady, boys! Так, все. Так, новые методы, новая тактика. Кое-кто из наших соратников считает, что наше главное преимущество в борьбе с кровососами заключается в том, что они не могут выходить на улицу днем, поэтому мы можем уничтожать их в логовых, когда они спят. Такая ошибка характерна для новичков. Во-первых, потому что вампиры умны и пользуются множеством уловок, чтобы сбить нас со следа. Во-вторых, потому что их убежища наполнены смертельно опасными ловушками. До истребления кровососов их убежищах понадобилось бы слишком много людей и времени. Лучше всего выслеживать и уничтожать вампиров, когда они в самом деле уязвимы. Ночью, когда они охотятся, в это время гораздо легче заметить их и атаковать. Вот почему стражи Привина должны измениться и применить новую тактику с использованием небольших мобильных патрулей. Патрулей. Новичок техники и извиняюсь, новинок техники и современных средств связи. Мы можем мгновенно подчеркнуть из опыта войны во Франции новую стратегию, методы использования нового сражения и оружия, гранаты, белый фосфор, ультрафиолетовый свет, бронежилеты и огнеметы.
Стражам пора перейти в 20 век. Так, новая... Джеффри, лидер стражи, привет. Окей, так. Так кажется, что я уже пару записок где-то пропустил. Надеюсь, что это не так. Сундук. Старая лопара. А как его нам поставить? Улучшение возможно только на... Ты здесь взялся-то успеть, 115 раз здесь ходил. Как поставить нам, интересно, новое оружие? Ладно, посмотрим, потом попробуем научиться. Вроде бы здесь мы все отбежали. Здесь мы телепортировались вот из той точки. Окей. Ну пошли дальше. У нас все еще идти по кровавому следу. Стикая скоро нужно. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. А чё без звука? Так, двуручное. Ой, нет, давай не без двуручного оружия. This place reeks of bloodshed. Хотя, по идее... Извиняюсь, так... William, This creature is bedeviled. I must put it down. Ёп, твою мать! Уильям! А вы что, еще и босс? Спокойно, аккуратней. Тихо, спокойно. Тихо. Уильям, ёп, вашу мать! Очень непонятно пока, как переключать оружие в плане на ручку, которая на... Тихо. Да в смысле? Второй палец. Допустим, ладно. William,
William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They stray without me. Здравствуйте. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Временами я смотрю, субтитры не поспевают за их речью. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat, and we can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Так. Ой, шопа, я только сейчас заметил. Извините. Так. Дать образец крови с трупа Уильяма Бишу. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? Так, подожди, а мы можем... I must find a place to analyze the blood. То есть, получается, мы вот эту вот полосочку, красную, точнее, скобочку, повышаем за счет того, что нажимаем на единичку. Я вас понял. Далее ачивку выдвигаемся на рассвете. До меня только сейчас дошло, как это работает в итоге с этой красной полоской, да. Время уже 1,5 часа стрима прошло. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that Skal. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. Нас зовут Джонатан. I knew В it. принципе, мы и так это уже поняли, судя I had my по suspicions. вот этим вот именам, которые But when you включил, took the которые нам blood sample спойлернули, from the corpse собственно. of poor William, I was Сейчас нам certain. сказали. Dr. Reed. Marvelous.
Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Он сам его не мог довести. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. По поводу того, что можно тут всех NPC людей сожрать, не совсем точно уверен. Вот. Я понимаю только прохожих обычных, как можно убивать. Как убивать, высасывать кровь из них. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. Так, подожди. It's my turn. Rotten or oppressive, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, dry it all. Сейчас я ее осушу. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Да сейчас. Повежливый, блин. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued.
All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Качество крови указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого гражданина. Чем выше качество крови, тем больше опыта вы получите. 500 всего некачественный. Так, чтобы выпить кровь человека, сначала нужно загипнотизировать его и увести подальше от посторонних глаз. Если ваш уровень гипноза равен уровню сопротивления жертвы или превосходит его, вы можете получить контроль над его разумом. Эти Q, чтобы загипнотизировать. Давай. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Тоже чем-то питаться. Так, сейчас объять. Так. Да, лечебку невозможно устоять. Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Вот, собственно, о чем я и говорил. Чем больше мы будем вот такое вот делать, тем больше будет становиться уровень сложности. Скажем так. Ну, типа питаться-то нам тоже чем-то надо, как бы, камон. Не все время же нам крысами быть, вот это вот. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Типа, камон, чат, я вам даже сейчас кое-что прочту по этому поводу. Если я найду. Будучи доктором, вы должны найти лекарство от страшной эпидемии, а будучи вампиром, вы вынуждены кормиться теми, кого вы поклялись лечить. Типа да. Ну... Как бы серьезно, одними крысами... так сказать... Не наешься. I would like to ask a few questions first. Да, сыт не будешь. Как поживает мистер Хэмптон? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock.
If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Нихера не понял. На втором этаже, слева чего-то там, по какой-то лестнице поднимаешься. Так, давайте край. 5000. Так, кто такой доктор Свонси? What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Я думаю, мы будем не всех, наверное, все же осасывать, как можно выразиться. У кого будет мало и не очень качественная кровь, то того оставим. Я только познакомился. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Хирург и терапевт. Знает обо мне больше, чем я о нем. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Это все. Thank you, Nurse Crane. Нам надо бы прокачаться. У нас как раз таки есть 1680 очков. Которые, я так понимаю, в любом месте мы использовать можем. This place seems perfect to conduct my research. Нам по-любому нужно до сейф-зоны дойти. Второй этаж. Убежище. Вы нашли новое убежище. Здесь можно отдохнуть, потратить опыт и создать предметы на рабочем. Да, рабочем. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Подожди. Как... Господи, я уже забыл, на какую кнопку у нас было... Вот где, получается, можно менять было оружие. Вот это. Для этого и патроны еще же ведь нужны. Наверное, не так. Я забыл, как вкачивать. The flower's dying. It needs water. Польем сейчас. Стеклянную пробирку авось нашли. Можем полить. О, так. Статья об иконах. Это редкая возможность. Даже привилегия сблизиться с вампирами и наблюдать за их физиологическими и психологическими способностями научной, рациональной точки зрения. Вот некоторые из удивительных способностей, которые я наблюдал за последние 10 лет в ходе общения с вампирами или иконами, как они себя называют. Сверхъестественная скорость. Вампир может действовать и двигаться так же, как и смертный, но опытный
глаз подметить, что все чувства у них обострены. Реакция гораздо быстрее, чем у любого смертного. В некотором случае тревога, удивление, необходимость бежать. Я видел, как вампир двигался так быстро, словно исчезал и внезапно появлялся где-то еще. Когда вампир действует так быстро, человеческий глаз не может за этим уследить. Но это не телепортация и не дематериализация. Это всего лишь сверхъестественная скорость. Всего лишь. Так, эта способность позволяет вампирам словно кошкам бегать и уклоняться и прыгать дальше и быстрее, чем это делаем мы. Кроме того, я заметил, что такая скорость их утомляет. Физические ограничения действуют и на них. Гипноз. Одна из самых мощных способностей вампира. Это возможность подчинить себе смертного. Я называю это свойство гипноз, но оно не имеет ничего общего со способностью смертных изменять психологическое состояние. Состояние подобного. Вампир может подчинить смертного своей воле и даже сломать его психику. Один вампир, с которым я беседовал, даже сказал, что чем сильнее сопротивление удаляется жертва, тем более долговременным является урон, словно вампир в буквальном смысле слова раскалывает разум цели. Тот же вампир объяснил мне, что на овладение данной способностью требуется время, и что результаты воздействия бывают... Куда ты? В смысле? А я дайте почитать, алло. Так, самыми разными. Вампир может внушить ложные воспоминания, стереть болезненные воспоминания и поистине безграничные, что и пугает. Чутье на кровь. Это, возможно, самая жуткая способность вампиров, поскольку именно она является причиной множества трагедий, как для них, так и для нас. Вампиры жаждут крови, они должны проявить неимоверную силу воли, чтобы сдерживаться и выпить кровь, которая находится в поле их зрения. Кровь нужна им для того, чтобы существовать и пользоваться своими сверхъестественными способностями. Голодный вампир может быть очень слабым, хотя ему и не грозит смерть от голода или жажды. Эта жажда вот причина того, что кровь так возбуждает вампира. Один вампир признался, что запах крови так силен, ее привлекательность так велика, что иногда ослепляет его. Если вампир сосредоточился, то он почти может увидеть. То он почти может увидеть, в кавычках, кровь. Так, в живых телах, за стенами, за якобы чистым оружием и т.д. Вот же вампир говорил, что видит чистая ли кровь у смертного или он болен. Тут временами вот эти вот ошибки, я сбиваюсь немножечко. Сейчас еще. Или он болен, так. А в некоторых случаях даже может обнаруживать наличие в комнате зараженных предметов. Если это правда, то данная способность владевает просто невероятной ценностью для врачей. Ебать, тут каждый раз такие письмена гробные. Вот мы где. Так.
Организм, состояние организма. Плюс 50 здоровье, плюс 15 выносливость. Запах крови плюс. Ну, давайте вкачивать сейчас здоровье, наверное. Здоровье так, пока так. Выносливость давайте чуть-чуть вкачиваем. Качаем. Укус. Повышает урон от укусов в бою. Теперь вы можете носить с собой 3 сыворотки. Патронов. Тактик. Вы совершаете сверхъестественный прыжок к цели и наносите ей урон во время приземления. Так. Вы останавливаете кровь в венах цели, делая ее беззащитной. Давайте сначала еще вот это. Мне не хватило! А мне и здесь не хватит, да ёпти. Так. На что мне тогда хватает? Кровь. Увеличить запас крови. Вроде бы все. Мужчин ночью. Одного мы убили, вот. Клейкокс, так, 30 лет, мужчина, подонок. Ладно. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Так, то есть, типа, некоторые прям становятся прям жуткими, там, типа, монстрами, а мы остались в человеческом обличии с разумом всем. The flower is dying. It needs water. Как его полить? Его можно полить вообще? Пойдем спать, чё? А поспать как? Мы еще и можем сбросить навыки. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Я запрещаю вам входить в мою комнату. Здесь ничего нету. Sorry. There's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution.
In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Пошли. Так, не вздумай только входить в мою комнату. Очень много страшного для тебя будет. Случайно. Удалить, удалить. Пока никаких побочных заданий, так понимаю, у нас нету. Не пропустить это как-то. Да? Нам надо... Вот здесь. А, да, здесь. Еще ему нужно мусорки и все вот это вот обрыскивать на предмет таких вещей для улучшения. Карантин в связи с эпидемией. Входить в зону карантина или покидать ее можно только при наличии письменного местных властей. Непонятно, что письменного, ну ладно. Так, изменить, убрать или уничтожить данное объявление только представить. Очень странно здесь написано. Только представитель, обладающий соответствующим. Да. Потом сюда. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Подождите. Я, пожалуй, туда пока не пойду. Давайте вот сюда. Там кто-то стоял. Это коробки. Аж 3 метки. Сейчас какой-то хоррор начнется? И что нет? Надо ко всему подходить вот это. Ведь мы не будем никуда. Здесь мы будем.
иногда непонятно, типа, можно это подобрать или нет. Странность. Так. It's locked. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Сигар. Так, сигарки. Вот на внешку. Камон, чат. Так. Запер. То. It's locked, all right. То тоже. This key will surely grant me access to the basement. Ключ в подвал. Ну, конечно. Там Даша еще анонс не давала. Ты здесь взялся. А все, у меня патроны кончились, да? Очень классно. Нет, да ладно. Так, ну теперь, я так понимаю, нам нужно в подвал. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Да, последний в подвале, кто бы сомневался. Я на третьем этаже, чё? О? О? Крови образец. Ладно. Мы теперь как передвижная станция быть с кровью. Что это было? О. Он телепортируется, только я могу здесь это делать, в смысле? Пожалуйста, давай, только без кремаков. Ветер. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Вернись. Ты что? Спаси, помоги. А ты чё? Ты чё, пёс? Jonathan, а ты выйди. А ты куда, блядь, стреляешь? Тут прям надо настолько сильно нацелиться? То есть он не поворачивается автоматически в то место, куда нужно стрелять, он просто в стену сейчас. Ладно. Ладно, ладно.
Тихо, тихо. А? Ой, дальше нам как понадобится много всякого оружия, желательно прокачанного, чувствую. Здравствуйте, я надеюсь, вы не встанете. Так доступно новое расследование. Откройте меню расследования. Что здесь еще и детективом будем? Расследование, так, которое вам доверяют горожане, расположены по районам. Чтобы приступить к заданию, выберите его, нажав. Так, после этого на карте отобразится область, которую нужно исследовать. Так. Он не очень. Давайте чуть попозже тогда, получается. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. It's locked, all right. It's locked. Или подожди. Я еще и патрон потратил. Я не туда нажал. Это аж теперь до этого места, чтобы разгадать все это расследование, нужно переехать 400 метров. Ладно, потом. Откройся. Мне кровь нужна, они не высасываются, эй. Джон снова, подожди. Еще бы. Да. А чё с тобой? Давай. Ну-ка, спокойно, Джонатан. Так, давай. Даю. Ха. Почти. Фух, пипец. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. Тонкий намек. To drink blood is so
tempting. Это прямой текст. Так. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Давайте возьмем, я не знаю, сейчас тоже... Пол. С ним легче как-то топорить. Так, а мы здесь все подобрали? Нам туда повод идет. Ну пошли, я так понимаю, нам нужно... Я надеюсь, товарищи монстров здесь дальше походу не будет, ну, пока будем выбираться отсюда ими. Только найти, как это сделать. Ранее будет, конечно, блядь. Тихо. А я сейчас не понял, блядь. А почему мы теперь... да, понял. Уходим, Джонатан, уходим так. Never ceases to amaze me how you, the dead, seem peaceful and lost at them. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Забочусь о мертвых и держу небольшой ломбард. Типа, когда ты отправляешь в морг этих так называемых мертвых, снимаешь с них все золото и такой, типа, несешь сразу в свой же ломбард. Или как это работает так? Поинтересоваться жизнью в Лондоне. Вы не боитесь мертвых? Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself.
Так, новая подсказка. Получили эту работу. How did you get this job? After Так. Ракеш не боится смерти после службы военным. I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Мы встречались. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. A funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Да, она вам так рада. Do you need medical attention? I'm feeling all right, doctor. But perhaps it is because I, too, am used to the smell of the dead. Торговать, что ли? Я только сейчас заметил, типа, и задать личный вопрос. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Так, что за покупатели? Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Какие вы товары продаете? What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Подожди, мы его можем загипнотизировать? А я в упор не вижу. Обычно вот это вот. Так. Значит, вы готовы умереть? So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Делушки. У нас 119. Так, Tomorrow, Ну пусть так, more ладно. bodies will arrive and then sadly depart. Из него пока кровь, ладно, так и быть не будем высасывать, потому что он вот это торгаш. Все.
Пятое письмо. Любимая моя, наконец-то мне удалось собрать деньги, которые водитель автомашины просит за доставку в больницу. Либо вы умереть, да. Что насчет бессмертия? Да. Последующий вопрос, а вы не против укусов? Вот, да. Так, ни о чем не беспокойся. Так, я обо всем позабочусь, просто выздоравливай. Соседи говорят, что этот мистер Хукс честный жулик. Честный жулик. Ладно. Он может попросить денег за койку, но зато тогда эта койка будет тебе точно гарантирована. Надо было сразу ему заплатить. Теперь я понимаю, что самое главное — это твое выздоровление. Говорят, что Пемброкская больница — хорошее место, несмотря на то, что там работает этот мистер Милтон Ху. Теперь все в порядке, уверяю тебя, скоро ты будешь лежать в чистой постели, а я буду тебя навестить. Любовью, Николай. Ребят, вам вообще интересно это наблюдать? Не знаю, мне вроде бы пока и нравится. Будет медсестры, обращайтесь в ближайшее. Давайте устроимся медсестрой тоже. Сверкает. Ты сундук от меня припрятал? Он еще и заперт. Мало того, что припрятал от меня сундук, то я точно тебе всасывать. Я запутался в этих их... Ну и зеркало. Если ладно. Здравствуйте. Yes, doctor? Как здесь обстоят дела? Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, возможно, мы we're in God's полукровка, hands. скажем так, вампирская. Вот из-за этого мы, может быть, еще отображаемся так. И найти морг. В смысле, мы уже там были. Вы когда-нибудь отдыхаете? Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Недостаток сна вреден. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Так. Когда же вы спите? Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Что-то ты, мне кажется, врешь. Так мы, в смысле, Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. Уже все. That's all for now, Nurse Crane. Thank you. I'm so tired. Will this shift never end? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Поинтересоваться жизнью в Лондоне. Расскажите о себе. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Вы настолько богаты? Are you really that rich?
Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes. Thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there Ваша больница, конечно, не понравилась, но вы Some of the вылечите. staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Что вы думаете о больнице? Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Goodbye, Mrs. Goswick. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here, then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Так. После расскажите о себе. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Мысли. Так. Почему вас привезли сюда? Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest, then. I'm all right. Don't waste your time with me. Так, как нам пройти в нашу вот эту... Где у вас подъем наверх? А ну-ка... Запутался в ваших больницах. 115 выходов, но ни одной лестницы наверх. Скоро превратиться. Да, мне что-то есть тоже такое, скажем так, предчувствие. Готовить средства от переутомления. Только сейчас прочитал... такое средство.
And I thought last summer's epidemic was difficult. Показал, или не показалось? О, нет, не показалось. Так. Блин, нам надо будет дойти все же еще до побочки. Потом... А, вот, собственно, лестница. Я слепой. Так. Так, мы можем что-нибудь вкачать. По идее, мы можем еще вкачать. Мы можем вкачать еще здоровье. Так, не подожди. Запас крови, наука. Повышает урон от укуса. Давайте вот это вкачать. Теневая завеса. Чёртовый. Так, 380. Что мы еще за 300 можем вкачать? Увеличит объем крови, поглощаемого при укусе в бою. Осталось 8. Подожди, давайте, короче, да. Пойдем на побочку. Пытаемся сходить. Мне кажется, нас просто сейчас изобьют только в путь, но... Как сложно. Fear and disgust on every street corner. Здравствуйте. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Кто вы по профессии? Ну, по нему, по-моему, видно. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Очень у него ночлежка есть. Вы священник? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith, willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel... empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me.
How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Помогли. Так, как выбраться, господи, как ты сюда зашел и как теперь отсюда выйти? Именно на ту сторону, которая нам нужна. Вот там, по-моему, да? Давай попробуем сходить. Я чувствую сейчас об этом... Чувствую то, что мы об этом пожалеем. Ладно. Рид 2, блин, да ёпту. Чё, и третий стоит? Секунда. В смысле? Чё, пёс? Да как ты? Конец-то, боже. Сколько на него хп потратил. Так, фотография улыбающейся парочки. На обороте несколько слов. Милтон и Пипа. Навсегда, извините, ладно. Пошуткнул. Что ты так резко? А давай. Заколеб. Так. И. Итак. И туда пришел. Подожди, или нужно пройти через здание туда?
Да. Как туда пролезть? Я сейчас уйду на какой-то другой конец города. В смысле? Теперь уже я не туда пришел. Пошли обратно, пошли искать. Пошли. Эта дверь заперта. А как? Чё тогда? Нам типа еще рано, хотя нам дали за. Или выходить к этому. Не, ну ладно, окей, пошли тогда дальше, пока по сюжету. It's locked, all right. Можно какие-то отмычки делать, я не знаю. Если не сейчас. Не хватает трипа. Потом можем колу улучшить. И что ты все равно здесь горишь? Не так. Я, по-моему, сейчас все потратил по ресурсам, да? Средства простуды, средства так, переутомления. It's locked, all right. Рапила? Мы серьезно, это можно использовать в качестве оружия? I'm busy right now. Ну нам теперь-то терялся в хвост. Я знаю, что это доктор Рида, на эту дверь.
Погнул игра. Нет, это не в моем кабинете делается, а где? Где-то на первом этаже, что ли, делается? Или на третьем, наоборот? Уж все на третьем. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. I'm a vampire? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. It was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. The staff here Мы are вас not your позаботимся. enemy. В психушке They're here вам to help самое you, to место. care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Господи, открылась одна подсказка, как минимум. Да. Who are you? I'm Mouse. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Так. If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count on you. I
Ох уж эти метки на карте. Sweet girl. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Заболевание снижает качество крови граждан. Снабжайте их соответствующими лекарствами. Поговорите с пациентами рядом с Дороти и узнайте состояние здоровья. Хорошо, я вас узнаю. Сейчас я вас вылечу, чтобы потом высосать всю кровь из вас. My sweet girl. Reads me like a book. Dr. Reed, may I help you? With you at our side, Dr. Reed, I know that Pembroke will prevail and survive this epidemic. Да подожди. I'll see you later. И не то. После общего. Да, подожди. Dr. Reed. Да, доктор Рид. What can you tell me about our patients here at Pembroke? This hospital was founded to help the East End poor and needy. But since the war and the quarantine, we've had all manner of folk. Can you be more specific? Well, veterans, the elderly, dock workers. We even have a few mental patients. If there's space, we take them. What can you tell me about the epidemic, Nurse Crane? I've been out of touch since I've come back to England. Everyday folk don't know how bad it is. The papers certainly won't tell them. Not as long as the war is raging on, anyway. News on the front stated that the Spanish flu was under control, at least in Britain. It seemed to be for a while, but that was only last summer. It returned with a vengeance just over a month ago. For how long have you been working here, Nurse Crane? I first volunteered at the Pembroke in 1911, a few months after Dr. Swansea was appointed. And before you arrived here? If you must know, this was my first job. Well, Dr. Swansea certainly has confidence in your abilities. Are you in charge of the nursing staff? Not in an official capacity, but the Pembroke doesn't always work above board, so to speak. How is the duty roster organized? Everybody works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. What about medical protocols? Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they do in the West End. We do what we can. Так, давайте I'll see you later, Nurse Crane. про этих пациентов. I will not let you down, my boy. Мой бой. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there.
Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Reads me like a book. Never could keep anything from her. Один про бой говорит, другой про бубы. Искушение крови. Не забывайте, кровь горожан дает много единиц опыта. Если тех, чей уровень гипноза меньше или равен вашему, то необходимо... Мы читали, в смысле. Наверху. Наверх. Теперь он доступен. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital. A brand new life? How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Эдгарон? Почему там было написано Эдгарон, если это... Эдгаром. До меня не сразу дошло. Так, Эдгаром, так... There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted.
I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Это я буквально на секунду отойду, сейчас приду. Так, я вернулся. Нужно туда на нижний этаж. Так. Another night of the glorious battalion of Pembroke. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet Lady of Mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Так, рад вас видеть. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Только мы пытаемся задать какой-то вопрос такой, типа, не время, у нас есть дела поважнее. Это вам не досаждают. Это вам не досаждают? Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss.
These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. А чё, не разобраться самим? Так. Прошу, продолжайте. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Тут у меня есть предположение, что здесь можно легко все запороть, и она помрет. Говорить. I need my medication. Здорово. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Да молчи. Ладно, давайте по-добренькому. Прошу, успокойтесь. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse, or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Вот ты так ругаешься, так любите. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm.
I see those little bitches' greedy little eyes, just waiting for me to pop off they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Падла старая. А из нее кровь можно высосать, интересно? Шочек с... Miss Jones. I'll come and... The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. А? Приметки? Блин, я путаться. Нет, это... Нормально, я спутал с вот этим человечком. I cannot enter. So tired. Will this shift never end? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Thank you for your time. Ребят, вам интересно вообще или нет это смотреть? Затихли так. И опять сломалась камера. I'm all right. Don't waste your time with me. I'm so tired. Will this shift never end? I will not let you down, my boy. Где эти медсестры-то? You always knew the words to Carmen, Yes. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor.
What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You... Так, вы уже долго работаете медсестрой? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Меня пугает вот эту тень сзади. Почему она как бы смотрит на нас, но при этом в зеркале она вон как стоит. То есть видно не спину ее, а перед. Это как это работает? Она тоже вампир? I don't like your attitude, Nurse Hawkins. Pessimism can be as lethal as the epidemic in times like these. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How would you... It's Sue. You must get a hold of yourself, Nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Может ее загипнотизировать? Пипу. Или не стоит? А, Q нельзя, наоборот, R это потом все. Я перепутал. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Уже столько подсказок накопали на этого Милтона, кстати. Goodbye, Nurse Hawkins. По-моему, все на нее тут. Так, Дороти Крейн. Ближе. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Пойди. Так. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. В смысле, это опять Пипа, да подожди. Goodbye. This is no time for self-pity. It is the last thing our patients need. Они еще такие неприметные, хрен поймешь, где они. Так. Good evening, Nurse. I'm Dr. Jonathan Reed,
the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Надо что делать так, а здесь... How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. О, какая ты занудная. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Mm-hmm. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Кстати, чат, я забыл. Сейчас, секунду. Я же сделал вот такую вот полосочку со сбором на Resident Evil 4 и 6 сразу же одновременно, вот, который я планирую позже проходить. Ну как позже, после вот этой игры. Возможно, чуть-чуть попозже. Смотрим. Что? Буду писать. Мини-пауза. Секунду. О, что я хотел? Я долго думал, что бы такого мелкого бы будет постримить же на ВК-плее, чтобы статистику там так, чуть по чуть-чуть хотя бы поднимать. При этом, наверное, не сюжетного ничего. Вот. И в голову пришло только вот это. Думаю, может быть, можно будет попробовать на пару раз, скажем так.
А теперь продолжаем, что дальше. И наша следующая медсестра. Ты? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Нет, Doctor. это... Да нет, это не ты. Goodbye, Nurse. Goodbye, так. Да. Почему здесь ломается камера? Good evening. Good Да. evening. Да, нет, Goodbye, надо nurse. чинить. Спасибо. Так. Здесь. Здесь. Что-то здесь-то было. И? Don't worry, we're safe. Бандит. Где бандит? И где? А, подождите. Там лестница была. А то здесь никого нет. Я сейчас расслаблюсь. Так быть расслаблюсь. Валить забыл, запомнишь. Так, слежка. Нажмите V, чтобы активировать чутье. Его, если горожанин ведет себя подозрительно, его сердце будет светиться по-особому. Смотрев на горожанина, вы разблокируете особые действия. А его покусать нельзя. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... Well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. И тебе привет, Аделай. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. I have all... Thank you, Dr. Reed. Да не. What must I do? You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just В read it. принципе, на этом и закончим. I don't read well, but thank you, I guess. Так, давайте, да, и правда на этом закончим. Выйти.